Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня такая замечательная работа, схема. Всегда радуюсь, когда она есть. И вот такая шалечка бактус, который связался буквально там за пару вечеров. Идет хорошее расширение и совсем несложное вязание. Такая вот красота. Предлагаю связать. Вот такая замечательная схема у меня есть. Набираем 8 воздушных петель, замыкаем в кольцо и вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 пышных столбиков и между ними 5 воздушных петелек. Такое вот у нас несложное начало. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я вяжу со слонимской пряжи 400 метров 100 грамм, крючок 2,75. Я считаю, это оптимальная толщина для шали. Мне прям очень нравится именно эта толщина. Не тонкая и не толстая. 1, 2, 3, 4 воздушные петли набираем. 2 накида. То есть у нас пышный столбик идет с двумя накидами. Такой лепесточек получается симпатичный. И 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. Опять делаем 2 накида и еще 5 таких вот лепесточков по 3 столбика с 2 накидами. Вот такая красивая у нас получилась серединка, сердцевинка, и продолжаем вязание. Запоминаем, что всегда набираем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 накида, разворачиваем вязание и между первым и вторым цветочком провязываем лепесток из 3 столбиков с 2 накидами и с одной общей вершинкой. Вот так вот провязали. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь мы вяжем сдвоенные лепесточки. Что значит? Это значит 2 лепесточка по 3 столбика. Между ними 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И еще один в это же самое место. Это наш основной узор. Мы будем вязать по 2 листика. Вот уже получается красиво. Теперь между листочками 7 воздушных петель. Это надо запомнить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И между 2 листиками делаем повтор. То есть мы вяжем 2 листика в центре, 7 воздушных петель, 2 листика в центре, 7 воздушных петель. И в последнюю арочку мы вяжем только столбик и воздушные петли. Что у нас получается? Во втором ряду мы провязали в самом начале воздушные петли и листочек. 2 лепесточка, 2 лепесточка и 2 лепесточка. Между лепесточками всегда 7 воздушных петель, внутри 5. И заканчиваем вязание. 1 лепесток, 1, 2, 3 воздушные петли и столбик с 2 накидами в основание. Вот такое завершение. Дальше хочу показать по схеме, это более, наверное, понятно будет, что мы с вами сделали. Провязали первый ряд, провязали второй ряд, теперь третий ряд. В самом начале мы будем провязывать, чередовать 1 лепесточек и 2, 1 лепесточек и 2, 1 лепесточек и 2. Те листочки, которые у нас провязаны, мы их довязываем все время. Мы их продолжаем, да, вязать. Продолжаем все время вязать. В центре у нас будет чередование 2 лепесточка, 4, 2, 4. И точно так же продолжаем вязание всех пар, которые у нас образуются. То есть узор очень простой, а смотрится очень здорово. Нужно только запомнить принцип вязания. 9 воздушных петель, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. У меня дома идет стройка. Стройка идет очень часто, поэтому не обращаю внимания. У нас был один лепесточек, значит, сейчас мы чередуем с двумя. Это важно запомнить. Это единственное, что нужно запомнить. 1 и 2. Все. Все остальное очень просто вяжется. Красиво получается. Так. Между лепесточками 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида в это же место вкалывания. Провязываем второй лепесточек с двумя накидами. Шалечка очень просто вяжется, легко запоминается, чем она мне и понравилась. Тороплюсь, поэтому почему тороплюсь, пока дрель молчит, хочется связать. Вот. Между лепесточками 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять пропадаем. Здесь у нас арочка, значит арочка. Где наши листочки? В центр. Вяжем листочки. То есть запомнить легко. Вяжем там, где есть листочки, еще одну пару листочков. Один, 2, 3, 4, 5. Слонимская пряжа, она очень мягенькая и очень мне нравится. В плане можно и шалечку связать, можно бактус. Что такое бактус? Это шейный платок, который мы одеваем вместо шарфа, который грудь хорошо прикрывает. Вот. Опять, да? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот так раз за разом подошли к центру. У нас было 2 лепесточка, сейчас 4. Это легко запомнить. 2, 4, 2, 4, 2, 4. Внутри 5 воздушных петель, между лепесточками 7. Все. То есть здесь уже вязание 1, 2, 3, 4, 5, которое легко запомнить, легко связать. И особо схему даже и не нужна. Я вам ее показала. Обязательно я ее везде размещу. Для визуального образа, для тех, кому сложно вязать по видео. Третий уже не нужен нам. 1, 2, 3, 4, 5. И вяжем 4 лепесточка по центру. Все остальные по 2. Достаточно красиво получается, да? Мне кажется, тоже, да. 1, 2, 3, 5. Четыре, 2, 4. В следующем ряду мы с вами в центре провязываем 2 лепесточка, 7 воздушных петель, 2 лепесточка, 7 воздушных петель, 2 лепесточка, 7, 2 лепесточка. И вот таким образом у нас получается шикарная шаль, которую я вам сейчас покажу. Я ее, конечно, связала. Мне понравилось, как это выглядит красиво, интересно. Вяжется достаточно просто, и даже вязать удовольствие. Вот эти лепесточки, цветочки, они очень красиво смотрятся. И шаль быстро наращивается каким-то вот образом. У меня 50 грамм было. Я решила связать вот такой вот шейный платок или бактус. Вот основа у нас. 6 лепесточков связали по 2. 2, 4, 2, 4, 2, 4. Сбоку у нас идет 1 лепесточек, 2, 1, 2, 1, 2. Вот, в общем-то, и все, что можно сказать по этой шали.
Мы с вами связали 1, теперь 2. В следующем ряду мы вяжем 1, а в этих двух лепестках уже новые 2 лепесточка. Между 7 воздушных петель, внутри 5. Я предлагаю попробовать связать вот такую красоту. Мне очень понравилась идея именно из-за простоты. Просто и красиво. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным. Связать на лето можно из хлопка, на зиму из шерсти. Это будет красивая обновочка, прекрасный подарочек. Схема обязательно будет, она очень проста. И до новых встреч!